Сегодня очередной выпуск самых актуальных и чрезвычайных новостей о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Сегодня утром руководство антикоррупционного комитета в лице Никиты Михалкова и министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова поздравили россиян с очередной победой. После долгих усилий и борьбы с местными чиновниками, с местной властью в городе Севастополе наконец-то удалось открыть филиал антикоррупционного комитета. На данном событии лично присутствовали Никита Михалков, Андрей Белоусов и заместитель антикоррупционного комитета актер Александр Домогаров. На данный момент на территории Российской Федерации работает уже 87 подобных организаций. Как заявил сам Никита Сергеевич Михалков, основная задача команды – создать в каждом населенном пункте Российской Федерации филиал антикоррупционного комитета. За последнюю неделю в антикоррупционном комитете появились 3 новых сотрудника. Дочь легендарного советского актера Анатолия Папанова, российская актриса Елена Папанова, известный композитор Евгений Дога и бывший вратарь сборной Советского Союза по футболу Ринат Досаев. Руководство антикоррупционного комитета в лице Никиты Михалкова, министра обороны Андрея Белоусова и известного актера Александра Домогарова продолжают добиваться полной отставки пресс-секретаря Верховного главнокомандующего товарища Пескова. Антикоррупционный комитет требует не просто отставки пресс-секретаря, а помещения его в следственный изолятор по причине грубейших правонарушений, такие как открытая поддержка инагентов Российской Федерации, получение денежных взяток и попытка заговора против команды Никиты Михалкова. К слову сказать, что на данный момент практически вся семья пресс-секретаря Верховного главнокомандующего имеет большие проблемы с законом. Дочь пресс-секретаря Елизавета вместе со своим мужем во Франции отбывает уголовный срок 12,5 лет за финансовое мошенничество. А супруга пресс-секретаря Татьяна Навка находится в женском следственном изоляторе города Москвы за получение крупных денежных взяток и другие правонарушения. Антикоррупционный комитет Никиты Михалкова направил открытое письмо Верховному главнокомандующему Российской Федерации, чтобы пресс-секретарь был снят со своей должности, и тогда Следственный комитет товарища Бастрыкина мог бы лично заняться товарищем Песковым. На днях на территории Российской Федерации и ближнего зарубежья были арестованы финансовые счета в иностранной валюте, долларах и евро известных певиц Лаймы Вайкуле и Софии Ротару. Лайма Вайкуле и София Ротару обвиняются в незаконной коммерческой деятельности на территории России и ближнего зарубежья. Существует версия, что данные финансовые средства могли поступать инагентам и врагам спецоперации. Общая сумма конфискованных финансовых средств составила 4,5 миллиона долларов. Известная певица Алла Борисовна Пугачева и ее семья попали в крупный криминальный скандал. На днях прошли международные обыски на территории России, Греции, Израиля, Кипра и Соединенных Штатов Америки, там, где находится имущество и недвижимость семьи Аллы Пугачевой. Стало известно, что обыски были связаны с тем, что семью Аллы Пугачевой обвиняют в финансовой поддержке в незаконной во всем мире крупной террористической организации под названием «Койоты», которая совершает чудовищные преступления на территории всего мира. В телефоне Аллы Борисовны Пугачевой была найдена тайная переписка с предводителем данной группировки Османом Тайлером. На данный момент данную переписку проверяет полиция. Если вина семьи Аллы Борисовны Пугачевой в данной ситуации будет подтверждена, то известную певицу ждут колоссальные проблемы не только с российским, но и мировым законом. К слову сказать, что на данный момент 2 родственника Аллы Пугачевой находятся в тяжелейшем состоянии здоровья. Это сын Руслана Байсарова и Кристины Орбакайте, Дени Байсаров,
который уже на протяжении 1,5 лет находится в состоянии комы, а совсем недавно он перенес неудачную операцию по удалению злокачественной опухоли. Состояние молодого человека на данный момент критическое. Также в тяжелом состоянии в реанимации находится и родная дочь Кристины Орбакайте Клава, которая совсем недавно серьезно пострадала вместе со своим отцом Михаилом Земцовым при разбойном нападении в городе Майами. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает несколько печальных новостей из мира российского шоу-бизнеса и культуры. Несчастье произошло с известной российской и советской актрисой, членом антикоррупционного комитета Анастасией Вертинской. Несколько дней назад в результате ураганного ветра в Санкт-Петербурге известная актриса серьезно пострадала и была госпитализирована. В момент несчастья Анастасия Вертинская находилась в собственном автомобиле. На данный момент актриса находится в больнице, ее состояние здоровья диагностируется как средне-тяжелое. Накануне вечером во время отдыха на Алтае погибла родная дочь известного российского и советского певца Валерия Сюткина, 27-летняя София. Подробности трагедии не уточняются, однако известно, что дочь Валерия Сюткина отдыхала вместе со своим мужем на турбазе. Несчастный случай произошел во время тур-экскурсии в горах. Члены команды Никиты Михалкова выразили глубокие соболезнования своему товарищу, ведь известный певец Валерий Сюткин еще месяц назад вступил в антикоррупционный комитет Никиты Михалкова. Трагическая новость о семье известного российского и советского певца Юрия Шатунова. Печальные новости поступили несколько часов назад из Германии, из города Бад Хомбурга, где на данный момент проживает семья Юрия Шатунова. В трагическое дорожно-транспортное происшествие попала дочь Юрия Васильевича Шатунова, Эстелла. Стало известно, что дочь Юрия Шатунова, катаясь на электросамокате, пересекала трассу в неположенном месте, и произошло столкновение с грузовой фурой. В результате ДТП дочери Юрия Васильевича Шатунова были получены многочисленные травмы и переломы. На данный момент она без сознания в критическом состоянии находится в одной из больниц Германии. Надо отметить, что антикоррупционный комитет чтит память Юрия Васильевича Шатунова. Совсем недавно на родине певца в городе Кумертау была открыта музыкальная школа, которая носит имя Юрия Васильевича, а чуть позже был открыт памятник в центре города. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.